Может быть, это неправильно, но порой наши чувства не подвластны разуму. Это случилось 4 года назад. Я была замужем. Впрочем, я и сейчас замужем. У меня 2 замечательных, горячо мною любимых детей. Я прошла собеседование, и неожиданно легко меня взяли на новую работу. В моем новом коллективе были 2 женщины и 3 мужчин. Этот 3-й, молодой мужчина, в тот момент находился в учебном отпуске и приходил пару раз на короткий промежуток времени. Мое первое впечатление о нем. Высокомерный, заносчивый, себе на уме мужчина. Время шло. Потихоньку я втянулась в коллектив. Благо коллеги оказались очень хорошими и дружелюбными. И мужчина оказался не таким высокомерным. Я неплохо разбираюсь в людях. Но в этот раз мое первое мнение оказалось ошибочным. Или может все потому, что прошла искра. Маленькая, совсем незаметная. Человек стал для меня приятен в общении. В какой момент происходит щелчок? Когда люди начинают тянуться друг к другу на уровне подсознания? Боюсь, это невозможно отследить и тем более объяснить. Начинаешь общаться больше и больше, и постепенно увязаешь в этом эмоциональном болоте. Дальше больше. Легкие касания, как бы между прочим, комплименты, слова все более личные и осознание. Мой человек, мой хороший, только не в то время и не в том месте, к сожалению. Долгие разговоры, СМС-сообщения, разговоры ни о чем и об очень важном. Он человек с очень правильной жизненной позицией, но даже он поддался эмоциям. Ответственность за начало наших отношений полностью лежит на мне. Я была инициатором. С точки зрения моральных устоев и по всем канонам жизни я не могла и не должна была, но я ни о чем не жалела и не жалею. Такие эмоции, близость с человеком, душевная, эмоциональная, телесная – одна возможность на миллион. И я благодарна судьбе за этого человека в моей жизни. Эти отношения длились 1,5 года. Было все. Ссоры, упреки, разговоры о безнадежности отношений, о необходимости разорвать все и о невозможности сделать это. И всепоглощающая нежность, забота, внимание, поддержка. И, как следствие, беременность. В тот момент, когда он решил окончательно поставить точку. Мой страх. Почему я сказала, что как следствие? В наш век возможностей можно вполне хорошо защитить себя от нежелательной беременности. Но в данном случае я знаю, почему появилась новая жизнь во мне. Я хотела, очень хотела всецело принадлежать этому мужчине. А потом включили разум и прервали все, в том числе и жизнь нашего неродившегося малыша. Потому что нельзя, потому что не поймут, потому что я замужем и у меня 2 детей. И еще много всяких разных потому что. Он не мог позволить себе и мне сломать все это, сделать несчастными этих людей. Он отошел в сторону. Слезы, обиды, боль. Мой муж. Я рассказала ему обо всем. Ему было очень больно. Обиды, упреки, а потом слова. Я знал, я чувствовал, что ты давно принадлежишь другому мужчине. Он простил. Мне кажется, он бы даже принял этого ребенка, но я не могла и не понимала, что тем самым нанесу удар отцу этого ребенка, оставив его и оставшись рядом с мужем. Хотя мне кажется, что по прошествии времени все это покажется таким незначительным и неважным по сравнению с тем, что я сделала. Я очень пожалею об этом, я знаю. Потому что когда пройдет время, когда вырастут мои дети... После этого случая, расставив все точки над «и», после его обещания моему мужу не влезать в нашу семью, после моих просьб дать мне все время забыть и отпустить. Вопреки всему, меня к этому человеку по-прежнему тянуло, и все началось по новой. Но жизнь порой делает новые повороты, и только нам решать, какой шаг сделать. У меня появилась возможность сменить работу, уехать в другой город, и я приняла решение. Правильное с точки зрения рациональности, разумности, семьи. Я уехала. На прощание он подарил мне самый лучший букет в моей жизни и цепочку с подвеской. Надев ее, тогда я так и не сняла ни разу. Муж знает, кем она подарена, понял сразу, но не сказал мне ни слова упрека. Наверное, понимая, что это слишком мое. Мы честно постарались прекратить общение.
Он не писал, заблокировал мне все доступы, сказав, что так будет больно. Очень, но так надо, так легче нам обоим. Я даже думала, что он не поздравит меня с моим днем рождения. Даже сообщением. Но он не забыл. И курьер принес мне его поздравление в виде потрясающе красивого букета цветов. Записки не было, но я ведь знала, что это он. Только он баловал меня такими знаками внимания. Я привезла с собой все подаренные им вещи. Я окружила себя ими, так и не привыкнув к тому, что его нет рядом, к его молчанию. Так было легче. Жизнь, быт, работа, забота о детях – все продолжает идти своим чередом. Всю себя я отдаю детям и книгам, а еще я занялась собой и своим развитием. Ведь когда-то я пообещала ему, что буду выглядеть так, чтобы, встретив меня вдруг когда-нибудь, где-нибудь совершенно неожиданно, он, улыбнувшись, подумал: вот эта женщина была моя, и она все так же прекрасна и волнительна. Уже почти 2 года я живу в другом городе. Еще несколько раз после моего отъезда тогда мы встречались. Он окружал меня заботой, вниманием и устраивал такие вечера, которые мог устроить только он. Наши отношения не прервались совсем и по настоящий момент. Они цикличны. Месяцы молчания сменяются долгими переписками. В век онлайн-жизни это возможно, и я слежу за его жизнью, и почему-то мне думается, он за моей. Статусы, предназначенные как будто мне. Фото, время, когда был последний раз в социальных сетях. Значит, все хорошо, он жив, он есть, а это главное. В минуты, а точнее месяцы холодного молчания, мы говорим статусами, постами, выложенными фото. Я знаю, я чувствую, что они для меня, и думаю, он понимает, что мои для него. Невозможно отпустить, когда твоя душа там, рядом с ним.